Дорогие друзья, армии по всему миру, приветствуем вас в этом специальном выпуске, посвященном одному из самых долгожданных событий в истории Кей-поп и в жизни миллионов фанатов. Сегодня мы полностью погружаемся в тему, которая заставила сердца биться чаще. BTS впервые за 7 лет выступили в Лондоне. 2 невероятных концерта в рамках мирового тура Arirang на стадионе Tottenham Hotspur Stadium 6 и 7 июля 2026 года стали настоящим триумфом, возвращением, которое мы все ждали с 2019 года. Это не просто концерты, это история о любви, преодолении времени, военной службе, сольных проектах и той неразрывной связи, которая существует между «семеркой» и их армией. Мы разберем все, от атмосферы ожидания до мельчайших деталей выступлений, эмоциональных моментов, сет-листа, сюрпризов, взаимодействия с публикой и того, почему эти шоу войдут в историю как одни из самых значимых в карьере группы. Приготовьтесь к долгому, подробному и очень эмоциональному рассказу. Включайте светящиеся палочки, садитесь поудобнее и давайте начнем наше путешествие в Лондон лета 2026 года. Представьте себе картину. Север Лондона, огромный современный стадион Tottenham Hotspur Stadium, рассчитанный более чем на 62 тысячи мест. Лето в разгаре, но воздух дрожит не от жары, а от предвкушения. Фанаты со всего мира, из Кореи, США, Бразилии, Японии, Европы и даже далекой Австралии, стекались сюда днями раньше. Purple Sea, море фиолетовых светящихся палочек, уже заполняло окрестности. Многие держали в руках плакаты с надписями «Welcome back, BTS», «7 years but still army», «London missed you». Кто-то плакал еще на подходе к стадиону, вспоминая 2019 год, когда группа впервые возглавила Wembley Stadium и стала первой корейской группой, сделавшей это. Тогда был Speak Yourself Tour, легендарные выступления, момент с Young Forever, когда армии неожиданно запели акапелла, и семерка стояла на сцене в слезах. Теперь, спустя 7 лет, история повторялась, но на новом уровне. BTS вернулись всей семеркой – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V и Jungkook – после обязательной военной службы, сольных успехов и долгого перерыва. Их 5-й студийный альбом Arirang, вышедший в марте 2026 года, стал настоящим манифестом корейской идентичности. Названный в честь традиционной корейской народной песни Arirang, неофициального гимна Кореи, символа resilience, тоски и надежды, альбом сочетал древние корни с современным звучанием. Продюсерами выступили как корейские гении, так и западные звезды вроде Mike Will Made It, Kevin Parker из Tame Impala и Ryan Tedder. Это был мост между прошлым и будущим, и лондонские шоу стали идеальным воплощением этой концепции. Задолго до концертов Лондон уже жил BTS. По всему городу открылись поп-апы BTS The City Arirang, Лондон, инсталляции, мерч, культурные события, посвященные корейскому наследию. Фанаты делились историями в соцсетях. Кто-то прилетел за месяц, кто-то копил на билеты годы. Очереди за мерчем, встречи армии, спонтанные танцевальные флешмобы у стадиона. Все это создавало ощущение большого праздника. А когда 6 июля вечером традиционные корейские инструменты зазвучали над стадионом, напряжение достигло пика. 60 тысяч голосов скандировали имена участников. Свет погас и началось. Открытие было мощным, как удар молнии. Из темноты появились фигуры в капюшонах с красными дымовыми шашками. Затем на сцену вышли они, BTS в черных костюмах, с уверенными взглядами. Первый трек «Хулиган» – энергичный, агрессивный опенер, который сразу задал тон.
«Мы вернулись, и мы здесь, чтобы завоевывать». За ним сразу Aliens, космический футуристический бит, под который стадион начал прыгать. Реакция была такой, что казалось, крыша, хотя ее и нет, могла улететь. RM, как лидер, уже на первых минутах почувствовал энергию. «It's a bloody beautiful night, London», прокричал он с улыбкой, и толпа ответила ревом. Дальше Run BTS в ремиксе. Этот трек всегда был гимном силы и единства, а в Лондоне он звучал особенно символично. Хореография была точной, мощной, но с элементами театральности, которые характерны для всего тура A-Rank. Платформы поднимались и опускались, экраны показывали крупные планы лиц, пот, эмоции, улыбки. J-Hope в своем элементе, Suga с фирменным cool-вайбом, Джон Кук, Golden Макней, который, кажется, может все. Jimin с новой прической, длинными блондинистыми локонами, которые он эффектно откидывал во время движений. Выглядел как рок-звезда из другого измерения. Ви с глубоким взглядом и Джин, который уже на этом этапе заражал всех своей позитивной энергией. Сет-лист был продуман идеально. Он балансировал между новым материалом из A-Reading и проверенными хитами. После мощного старта пошли They Don't Know About Us, Like Animals с переходом в Fake Love. Вот где проявилось мастерство повествования тура. Традиционные корейские маски, элементы сюнгму, корейского танца, сочетались с современным хип-хопом и попом. Это не просто концерт, это культурное шоу, где BTS выступают послами своей страны. Fake Love всегда вызывает мурашки, муди, секси, драматичный. В Лондоне он звучал особенно сильно, семерка выдала полную хореографию, и стадион пел каждое слово. Затем более лиричные и атмосферные моменты Swim, Merry-Go-Round, To a Norm, Normal. Здесь сцена превращалась в театр, шелковые полотна, символизирующие воду, лабиринты, крутящиеся платформы. Участники использовали пространство, чтобы передать эмоции. Тоску, поиск себя, радость возвращения. Для мужчин за 30 это был умный ход, меньше изнуряющий хореографии каждую секунду, больше глубины и взаимодействия. Но когда требовалось, они взрывались. Not Today и Mic Drop – классика, под которую ARMY кричали так, что слышно было, наверное, на другом берегу Темзы. Фан-чант перед Mic Drop. Ким Намджун, Ким Сеокджин, Мин Юнги, Джонг Хосок, Парк Джимин, Ким Тэхюнг, Джон Джункук. BTS стал настоящим боевым кличем. 60 тысяч голосов в унисон – это сила, которую невозможно забыть. Одним из пиковых моментов стала Body to Body – поп-рэп-трек с сэмплом оригинальной Ари Ранг. Когда заиграла та самая народная мелодия, стадион затих на мгновение, а потом взорвался. 360-градусный фейерверк осветил небо над Северным Лондоном. Это был момент единения «Корейская душа» в сердце Британии. RM специально попросил весь стадион прыгать, и все прыгали. F-War Fire, Jersey Club Vibe и мощные биты заставляли двигаться даже тех, кто обычно стоит спокойно. Idol стал настоящим шествием. BTS спустились со сцены, за ними 50 танцоров с флагами и LED-лентами. Это выглядело как королевская процессия, смешение корейской гордости и британского пафоса, чистая магия. В середине шоу ребята дали себе и публике передышку. Во время Butter и Dynamite хореография была минимальной, специально, чтобы пообщаться. Здесь проявилась человеческая сторона. Джин запрыгнул на спину Джункуку и проехался по сцене под восторженные крики. Джункук, в свою очередь, схватил бутылки с водой и начал обливать всех – Джин, Вы и остальных. Водяные бои, смех, спонтанное взаимодействие. Эти моменты показывают, почему мы любим BTS. Они не просто идолы, они братья, друзья, люди, которые наслаждаются моментом вместе с нами. RM включил свой британский акцент, вспомнил, как носил кепку Тоттенхэм и чувствовал вайб Сон Хюнг Мин. «I goddamn missed you», — сказал он, и стадион ответил любовью. Он отметил, что энергия Лондона даже сильнее, чем в Париже, и пообещал вернуться. Такие слова лечат душу после 7 лет ожидания. Секретные песни стали настоящим эмоциональным ядром. На первом шоу «Life Goes On».
Песня 2020 года, выпущенная в самый тяжелый момент пандемии. Для многих она стала гимном надежды. В Лондоне ее исполнили с особой теплотой. Голоса дрожали, глаза блестели от слез. Максималистский head-thrashing banger из Map of the Soul Persona. Стадион сошел с ума. Энергия была на уровне 2019-го, но с накопленной за годы любовью. На втором дне эмоции достигли пика. Young Forever – та самая песня. 7 лет назад Арми удивил группу акапелла на Уэмбли. Теперь, в 2026 на Army Day история повторилась. Тысячи голосов пели, пока BTS стояли на сцене, слушали и впитывали каждую ноту. Время замкнулось в круг. Слезы лились рекой. У участников, у фанатов, у всех, кто смотрел трансляции. Это был момент, который выходит за рамки музыки. Это про благодарность, про то, что мы молоды навсегда, пока вместе. Полный сет-лист включал хиты вроде Come Over, Into the Sun, Please, Airplane PT2, Outro Wings. Каждый трек рассказывал часть истории. Dynamite и Butter – глобальные поп-хиты, которые сделали BTS household name даже во время перерыва. Их исполнили с радостью, без давления. Фанаты пели припевы так громко, что группа иногда просто слушала. Это взаимный обмен энергией. С технической стороны шоу было на высшем уровне. Сцена с огромными экранами, сложными конструкциями, пиротехникой, лазерами, 360-градусными эффектами. Костюмы от строгих черных до ярких, отражающих концепцию Arirang. Световое шоу подчеркивало каждую эмоцию. Звук был кристально чистым. Даже на огромном стадионе слышно было каждое слово, каждую ноту. Организаторы и команда Hype Big Hit проделали колоссальную работу. Но главное не техника, а эмоции. BTS после 30 продолжают эволюционировать. Они меньше полагаются на бесконечную хореографию, больше на storytelling, взаимодействие и аутентичность. Это делает шоу глубже. Они не просто выступают, они делятся историей своей группы, Кореи и отношений с фанатами. Лондон принял их с распростертыми объятиями. Местные СМИ писали восторженные рецензии: Spectacular, Masterclass, Worth the Wait. Rolling Stone, Billboard, The Guardian – все отмечали масштаб, эмоции и то, как BTS остаются на вершине. Эти концерты не конец, а начало новой главы. Тур Arirang продолжается, но Лондон 2026 останется в сердцах. Для тех, кто был там, незабываемые воспоминания. Для тех, кто смотрел онлайн, вдохновение. Для всей армии доказательство, что ожидание того стоило. 7 лет пролетели, но любовь только выросла. Спасибо BTS за то, что вернулись. Спасибо армии за то, что ждали. Мы одна семья. Young Forever. И до следующих встреч на стадионах мира. Если вы были в Лондоне, поделитесь своими историями в комментариях. Какой момент тронул вас больше всего? Давайте сохраним эти воспоминания вместе. Армии мы сильны, BTS мы любим вас. До скорой встречи!